Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, я приглашаю вас на прогулку по волшебному Палаццо Доницетти. Только не путать с пиццерией. Это дворец с лепниной, колоннами, камином с резной чугунной решеткой и хрустальными люстрами. Это историческое здание XIX века, которое когда-то принадлежало семье композитора Доницетти. А теперь стало местом знакомства с коллекцией Альберто Феретти «Осень-зима 2025-2026». Представьте, мои дорогие, как вы медленно поднимаетесь по мраморным ступеням. Проходите, казалось бы, бесконечную череду комнат, а сердце замирает от предвкушения. И вот вы попадаете в зал, где мягкий свет льется через высокие окна, тонкой вуалью скользит по белоснежной стене, теплым лучом нежно обнимает за плечи. Нет, вы не в сказке. Вы в особенном месте, где прошлое встречается с будущим. И это совсем не очередная презентация в рамках марафона показов в неделе моды в Милане. Куда больше все похоже на ритуал обновления бренда, ведь в роли креативного директора теперь Лоренцо Серафини. Тогда как сама основательница одноименной марки Альберто Феретти скромно расположилась среди приглашенной на модное шоу публики. Скажу сразу, дебютную коллекцию нового руководителя дома моды фэшн-сообщество оценило очень даже положительно. Из главных плюсов творческой работы дизайнера было отмечено отсутствие копий из предыдущих линеек Феретти. Хотя ему абсолютно точно удалось сохранить стиль и характер главной героини. Да, Лоренцо не стал пылесосить архив. Он лишь взял ДНК бренда и аккуратно встряхнул так, чтобы не испортить. Получилось все, как мы любим, с уважением, отчасти знакомо, но без нафталина. О чем Серафини решительно объявил: «Сегодня я здесь, чтобы продолжать, а не повторять». Свое модное детище он назвал красиво и немного тревожно – прогрессивные романтики. Неужели эти понятия можно вот так запросто объединить? Ведь в наших современных реалиях прогресс – это айфоны, чат-боты, общение в комментах, отношения через лайки. А романтика – это записки на салфетках, прогулки под звездами, это взаимные теплые взгляды, по которым мы понимаем друг друга без слов. Вроде бы ничего общего. Однако дизайнер нашел способ представить модному миру главную героиню бренда в новом образе. С его слов, женщина может быть сильной и властной, но в то же время чувственной и хрупкой. Рациональной, практичной, но мечтательной и нежной. Она не обязана выбирать между независимостью и безграничной романтикой. Она по праву заслуживает и того, и другого. Дизайнер буквально аплодирует стоя всем нам, кто, не задумываясь, готов и мужа тянуть, и детей, и карьеру, не забывая, однако, и глазки подкрасить, и принарядиться в летящий воздушный наряд. Коллекция получилась романтично-лаконичной, если так можно сказать. Это как быть зрелой женщиной, но с рок-н-ролльной душой. Здесь вся красота образов раскрывается именно в движении. Лично мне понравилась идея с широкими брюками из прозрачной сетки. Получилась довольно крутая смесь строгости и непошлой откровенности. Также великолепно в представленном гардеробе смотрится драпировка, сборки, воланы. Верхняя одежда – почти броня. Из двойного кашемира, но мягкая. Такая, в которой хочется и завоевывать, и прощать. А в очаровательных атласных нарядах и в тех, что с юбкой-баллоном, можно как пойти на свидание, так и на психотерапию. Все равно выглядеть будете потрясающе. Прекрасно подан момент, когда одежда будто случайно съехала с плеча. А еще здесь вместо пуговиц броши, похожие на античные скульптурные изображения. Их словно нашли в шкатулке венецианской графини. Напоминают древние камеи, но изготовлены для бренда из смолы вручную современным кипрским мастером. Помимо изящных застежек, также есть резные серьги и кольца. А вот обувь исключительно на плоском ходу. По мнению Серафини, прогрессивным романтикам всегда должно быть максимально комфортно. Приз зрительских симпатий получило финальное платье. Его шили из 45 метров плессированного шифона. Когда модель вышла на подиум, казалось, весь Палаццо Доницетти затаил дыхание. Словно облако спустилось с небес и решило немного задержаться, чтобы посмотреть модное шоу. Новая коллекция – это не только и не столько про моду и тренды. Она про состояние души. Она не требует быть юной и дерзкой, она требует наконец-то дать себе разрешение быть романтичной и нежной,
не бояться принимать жизнь с открытым сердцем и снова поверить в мечту. Иногда для этого нужно всего одно платье бренда Альберто Ферретти. Приятного просмотра, мои дорогие! Всем красоты, душевного тепла и хотя бы чуть-чуть беззаботной романтики. Пусть каждое утро встречает вас позитивной улыбкой и ярким, солнечным настроением.